Девочки, здравствуйте! Сегодня Оксана Боченко с вами. И сегодня у меня гордость познакомить вас с нашим новым клиентом. Его зовут Джейк. Он действительно молодой, красивый парень. И действительно такой добрющий, вообще открытый человек, настоящий джентльмен. Он вообще просто классный. Это человек, за которого я даю гарантию, что он будет классным, самым-самым лучшим вообще мужем. Ему 45 лет. У Джейка, у него была своя строительная компания. Сейчас он работает, у него стабильная работа, но он молодец, он правильно инвестирует деньги. Помимо того, что у него есть свой дом, разумеется, у него еще есть пару недвижимости, которые он сдает в аренду, пару домов, которые он сдает в аренду. Этот парень у нас будет участник нашего Тура Любви. Так что давайте посмотрим его интервью, и он действительно вообще просто класснючий. Девочки, у нас сегодня с нами Джейк, такой молодой 45-летний парень. И такой у нас вежливый, он меня постоянно называет «да, мадам, да, мадам». Вот, но вообще мужчины он у нас из штата Джорджия. Вообще штат Джорджия – это такой штат, где действительно семейные ценности настолько развиты, вот это уважение к женщине, такие очень крепкие семьи, такие глубокие действительно семейные ценности. You know, you're such a sweetheart. You know, when I'm talking to you, like so respectful, so nice. I mean, you are a man who really knows how to make a woman very, very happy. I think so. I hope so. Да, то есть Джейк, он вообще у нас такой, действительно, парень, у него главная задача – это женщину счастливой сделать. И действительно, вообще он просто умничка. Это такой стабильный, вообще классный парень. Вот такие ребята, я говорю, если бы у нас все клиенты были такие, как он, потому что такие мужчины – это самые-самые идеальные мужья. All right, so let's talk a little bit about yourself. Okay. You know what I love about you when I was talking to you, you said that you have this technical mind and you're so good with your hands, like there is nothing you cannot fix. And this is so sexy in my mind, you know. Когда я с Джейком разговаривала, он говорит, у меня, говорит, такой технический разум, он вообще техническую школу тоже закончил, и говорит, нет, говорит, таких вещей, говорит, которые я не могу отремонтировать. You're a graduate of the technical school was it Air Force or something? Well, it was an aircraft technical school. Aircraft technical school. We learned to work on airplanes. Okay. So I'm familiar with how an airplane works and how to fix an airplane. Which okay. But it can relate to all kinds of other things. Airplanes have electrical, they have plumbing, they have metal work, they have all kinds of different items on an airplane that relate back to real life. But you invested all this time into getting the education, but you never worked in this profession, huh? No. Never worked in it, no. I think a lot of people do that. They go to school for something and they don't ever work in that field. It happens. Yeah, it happens. Well, you know, a really sad fact if the doctor does that or a lawyer when they put like 16 years into that. Джейк, он вообще, он закончил техническую школу, то есть он инженер по самолетам, то есть он может отремонтировать полностью самолет. Но самое, что интересно, это что он никогда не работал вообще по этой профессии. После окончания этой школы он просто решил пойти по другому пути. И мы с ним тоже посмеялись. Он говорит, да, такое в жизни, говорит, иногда бывает. So you know, after the technical school and everything, you had this idea of becoming a businessman, right? So you had a construction company for a few years, and you were doing very, very well. And you learned lots of things about the business. You know, that's kind of helped you doing on what you are doing right now too. That's absolutely right. The construction industry paved the way for what I'm doing now. The knowledge of how a building, either residential or commercial, is put together was of huge benefit in what I do now, because now when I'm estimating a claim, I know exactly what components go into
fixing something that's been damaged. Exactly, okay. У Джейка, у него была своя компания в строительстве, очень успешная компания. У него там получилось то, что они вообще с партнером эту компанию развивали с самого начала, то есть, ну, вообще он все знает вообще, как это отремонтировать, и в строительстве, и все знает. Вот, но оказался партнер не очень порядочный, и когда компания разрослась, то партнер просто украл все деньги, и как бы Джейк, он вообще, он сейчас... То, чем он сейчас занимается, его предыдущий опыт в строительстве, он очень сильно ему помог. Джейк у нас, how do you call your profession? It's an insurance claims adjuster. I mean, it's, like with the hurricane that's headed towards Florida right now. Yeah. It will produce massive amounts of claims, both commercial or high-rise condos. So you travel a lot for for your work. Yeah. Ага. Джейк, то есть он сейчас чем занимается? Он занимается, значит, вот когда происходят какие-то несчастные случаи, типа ураганов или еще что-нибудь, то недвижимость, которая пострадала в этих действиях, значит, туда отправляют агентов, которые ставят стоимость, сколько нужно страховой компании выплачивать. I'm trying to explain your profession, insurance. Okay. Yeah. Because I don't know how to translate that in 2 words. Okay, so right. In English language, it's just 2 words. This was all Russian language. Wow, that's a lot of work for that. Я пытаюсь свою профессию объяснить, что такое insurance adjuster, и вот у меня столько времени занимает объяснить. То есть Джейк, из-за того, что он вообще работал в строительстве, он знает, какие компоненты нужны для того, чтобы дом привести в порядок, выстроить, и то есть чтобы людям выплатилась та сумма, чтобы они могли восстановить свою недвижимость. Это называется insurance adjuster. То есть он, вот его компания отправляет в те места, где были какие-то вот эти несчастные случаи, и вот он работает там со многими вот этими вот видами недвижимости. Он путешествует много. So you usually, like, if there is some kind of hurricane or whatever happened, you usually gone out of house, out of home for how long normally? Months, 2 months? 2 months is a typical. 2 months. A typical deployment is about 2 months. Yes, okay. It can go to 6. It just depends on how much damage there is. Do you fly back home during that time? Yeah, I do fly back home, especially now that I have my son and he plays football. I will be flying, unless it's close. If it's within 10 hours of driving, I'll just drive. Okay, yeah. I fly a good bit. То есть Джейк, он обычно, когда его отправляют вот в это место, он обычно, его нет дома там 2 месяца, иногда бывает 6 месяцев. Я его спросила, говорю, ты домой вообще возвращаешься? Он говорит, ну если это на дистанции, где можно на машине доехать или там быстро прилететь домой, разумеется, он возвращается. Вот, но Джейк, да, из-за своей работы, конечно, он очень много путешествует. Но если вы любите путешествовать, он не против с вами тоже путешествовать, взять вас с собой и поехали, пожалуйста, дорогая. У Джейка есть сын. So what is the name of your son? Riley. Riley, okay. Его сына зовут Райли, ему 16 лет. I have a big admiration for the single fathers, because you're a single dad. Джейк, он сам растит сына. У меня очень высокое вообще уважение к мужчинам, которые растят детей сами, потому что у меня муж, он сам своего сына тоже на ноги поднял сам. И это действительно уникально, вот разница в Америке. It's such a difference with American men and Russian men. Russian men, they usually dump everything on the woman and you figure it out and they just disappear, Here in the United States, it's just so different. Men step in, they take care of the kids, they work, they do everything. It just really defines the true man, like real man, who is not afraid of challenges or whatever, yeah? Sure. Да, и то есть я вообще восхищаюсь мужчинами, которые растят детей сами. Вот у него сын, ему сейчас уже 16 лет, у него такой он высокий, очень высокий, у него такой спортивный, я смотрю, сзади вон спортивное оборудование там стоит. Сын, so this is a sport equipment that you guys are using to work out, that is behind you. Oh, yeah, that's Да, сзади там спортивное оборудование стоит. У него сын очень высокий, он атлет, он уже заканчивает школу, скорее всего, вот, уже пойдет обучаться дальше там в колледже или заниматься вот своей личной жизнью, но вот там, я говорю, спортивное оборудование, они вместе занимаются тоже, так что это... Вот, но Джейк его растил сам, последние особенно несколько лет, потому что сыну нужна была роль-модель отцовская. So you are like, your son needed that fatherly role model, right? Yes. Yeah.
Yeah, That's so right. you stepped in, and потому что Джейк, I will share real quickly the story that you shared with me. Джейк разделил такую историю со мной, что потому что его сын, он очень быстро рос, он очень-очень высокий мальчик, такой большой, мышцы и так далее. Над ним просто издевались детки в младших классах, и Джейк, он его вот взял и сам начал растить, чтобы из него действительно мужчину вырастить, такого защитника, вот. Так что молодец, парень. So that would define you really, really well. It's like if the woman has a child, you know, you definitely have the qualities of being a really great role model and great, great dad, you know, to... Thanks. I hope so. You know, so, well, I try. yeah, when we were walking around, you know, you were showing me your home and everything else, you know, your son said, hi, you know, so he seems to be a very friendly boy. Well, man, you cannot call him boy. I mean, he's probably a lot taller even than you are, huh? How tall are you? How tall are you? You're what? I'm 5'10". You're 5'10", okay. He's 6'2". 6'2", окей, да. Я когда это с Джейком разговаривала буквально недавно, он просто по дому ходил с камерой, вот, и я его сына видела, и сын сразу, ой, привет! То есть такой очень дружелюбный мальчишка, разумеется, его мальчишка, там, мужчина уже такой высокий, большой такой, вот. Но Джейк у нас тоже, он сам высокий, у него под 1,80 м ростом, вот, так что и тот факт того, то, что у него уже есть вот эти вот качества отцовские, то есть он знает, как растить детей. То есть если у вас есть ребенок, это гарантированно, Джейк просто идеальным отцом будет вашему ребенку и будет отлично, вот это называем это моделью, да, роль моделью, что такое есть пап. Потому что Джейк, он действительно это мужчина, которому необходимо защищать, которому необходимо давать все семье, которому необходимо давать женщине все своей. Вот, и это вот он такой вот стопроцентный защитник. So you, that would describe you as you're a very giving person, aren't you? Yes. Yes, you are. Yeah, very. Have you been taken advantage of? I guess that's why you were taken advantage of before, right? Yes. Because of trust in nature. Absolutely. That's absolutely right. Yeah. Yeah. When I'm in, I'm 100% in. Yeah. And I'd rather, I share. I'm very giving. Yeah. I guess it's my personality. It's your personality, yes. Джейк у нас, он действительно стопроцентно отдающий человек. Но вот я его спросила, говорю, наверное, из-за этого люди пользуются тобой. Вот, но он такой вот, он доверчивый, он открытый, он такой вот весь светлый. Вот, и ему необходимо давать, ему необходимо помогать. Это его просто натура, он такой. Вот, and you also told me the mama raised you to be a true gentleman, а? Да. Yes, that's right. И Джейк то же самое, он сказал, говорит, мама, говорит, меня вырастила, чтобы я был настоящим джентльменом, потому что мама, молодец, вложила в него очень-очень все вещи, то есть у него есть все манеры, он снимет шляпу, когда там с людьми, допустим, знакомится, он встанет в комнате, когда женщина входит в комнату, он пододвинет стульчик, то есть so you have all these manners of really, you know, the pull of the chair to raise up when the woman comes in and all that, да. И такое действительно, девочки, такое очень редко встречается. Это вот только в семьях, которые такие вот южные семьи, потому что Джорджия штат, это южный штат считается, вот, и там такие глубокие. You have a dog there, don't you? Yeah, he's walking back and forth. Who is that? Who do you have there? Show us. That's Charlie. Charlie? Yeah. You want to see Charlie? Sure. Show us the Charlie. Come on, Charlie, come here. Come here, boy. Сейчас Чарли у нас здесь придет. Это собака у нас там. All right. Who we have there? This is Charlie. All right. What is the breed, Jake? What is the breed? German Shepherd. German Shepherds. Okay. All right. So also protectors, huh? Так что защитники. He's a very protected dog. He is very smart. Very smart dog. Yeah. Okay. So, you know what? I know that you're going to make a really, really fantastic husband, fantastic partner to that special woman in your life. And I actually have no questions about that. I know that your wife is going to be calling us and saying, thank you. I just know that, you know, because like I said, I wish that all of our clients would have that true, beautiful nature like you have. You know, I wish that. Yeah. Thank you. That's great. That's really nice to hear.
Я Джейку сейчас вот просто сказала, то, что действительно я желаю, чтобы все у нас клиенты были такие, как он. Это потому что у него действительно настолько добрющее и открытое вообще сердце, настолько это безобидный, открытый, добрый человек, что я знаю, что девочка, которая с ним будет, женщина, которая с ним будет, это будет самая счастливая женщина в мире. Вы будете нам звонить и говорить спасибо, спасибо, спасибо за такого замечательного мужа. Это гарантированно. So let's talk a little bit about the woman that you are looking for. Okay. You know, you're very young. You're 45 years old, right? And but you actually do consider the woman. It's like it doesn't matter the age of the lady. It's like you consider even someone of your own age or somebody younger. It doesn't really matter. You're just looking for that connection, for that perfect chemistry and connection. Да. Джейк, что интересно, вот ему 45 лет, но он воспринимает женщину даже до своего возраста. То есть ему без разницы, сколько вам будет, там, или 35 лет, или 30, или 45. Ему самое главное, это вот правильное внутренние качества, которые вот присутствуют у вас. И мы действительно, мы ищем ему, мы будем, конечно, очень внимательно подбирать ему девочку, потому что, ну, у нас все девочки, без разницы, какой возрастной группы, вот, и потому что нам действительно очень важно, чтобы это был действительно добрый, открытый человек рядом с ним. Потому что Джейк это такой, что он действительно очень доверчивый парень, очень доверчивый. So listen, you also said that communication is very important for you in a woman. That's right. It's hugely important. I'm a giver. I want to give. I want to take care of. But I have to know what it is that you want. So being able to communicate with me openly, in a comfortable way, where you feel at ease and can talk to me and I can talk to you. There's a lot of times when maybe there's a decision that needs to be made that I need input. I need help with that decision. Ultimately, it's up to me to decide. It's a together decision, but I have to bear the responsibility of the decision. Yes. So being able to communicate is just it's hugely important. Yes. Yeah. That's right. Я спросила Джейка, говорю, для тебя очень важно именно общение. Он говорит, да, для меня очень важно общение, потому что, говорит, я дающий человек, я, говорит, 100% дающий, но мне нужно знать, что тебе дать, чтобы я мог это тебе дать. Если ты мне этого не скажешь, то, разумеется, каким образом я могу тебе это дать? Говорит, иметь возможность сделания решения вместе. Да, для меня, вот, как он сказал, для меня очень важно твое мнение, чтобы мы решение сделали вместе. Для меня очень важно, что ты думаешь. То есть вот это вот общение, возможность сказать, что у вас на душе. Вот это вот очень-очень важно, потому что поэтому такой закрытая девочка, которая в себе все держит, нам не подойдет. Нам нужен человек, который в состоянии выразить свои эмоции, свои чувства, свои желания. That is excellent. That is wonderful. Jake, you know what? One of the things like that that only thing that really saddens me about you is that you are not open to having any more kids of your own, because you have so much love in your heart and you have just, but you physically can, right? It's just decision. Oh, yeah, I can. And it's, and the thing, if I met someone and it just was perfect and that was something that I'm not completely opposed to it. Okay. But I would have to, she would just have to be the right one, and that would have to be something that we could discuss together. And I wouldn't say no. Now we're talking. Now we're talking, okay? Right. Now we're talking. Я Джейка спросила, потому что когда мы до этого разговаривали, он говорит, я бы предпочел больше детей не иметь, своих собственных. Я его спросила, говорю, ты знаешь, вот у меня это единственная вещь, которая печалит меня, то, что ты не хочешь иметь больше своих вот собственных детей. То есть принять ребенка девушки, это окей. И Джейк сейчас нам сказал, говорит, ты знаешь, говорит, в принципе, если действительно правильная связь, правильная химия, правильный человек, на 100% все правильно, то он, в принципе, открыт к тому, чтобы еще раз стать даже собственным самим папой. Так что это потому что мужчины такого плана, как Джейк, действительно, это мужчины, во-первых, отличные гены, во-вторых, это действительно такая доброта, такая забота. И это вот такие вот отцы, которые действительно идеальные отцы, которые 100% отдают себя и женщине, и ребенку. All right, that makes me happy. That makes me absolutely happy now. Okay, good. I like it. I like to make people happy.
That's good. So you say communication, right? Так что это вот Right. самое главное, да, самое главное это сказать, чего вы хотите, и он вам это даст. Right. Super. Absolutely. Well, Jake, listen, thank you so much for No, sharing, thank you. for And for sharing all this your kind words. information. You're great. Thank you. For sharing all this information with us, and you are such a awesome guy. So let's get busy to get you this wonderful lady in your life, and let's get Forward busy. to it. All right. Sounds great. All right. Thank you. Окей, вот такой вот у нас Джейк. Так что дайте нам знать, если у вас есть интерес в знакомстве с ним, если у вас есть личная сваха, которая уже работает с вами, то дайте ей знать о вашем интересе с Джейком. Если же у вас нет еще личной свахи, то ответьте на e-mail, который вам пришел, и контактная информация внизу этого видео тоже есть. Дайте нам знать о вашем интересе, и мы вам предоставим сваху, которая познакомит вас с этим замечательным человечком. Джейк через буквально месяц будет принимать у нас участие в нашем туре любви, но у вас есть этот месяц, чтобы мы сейчас смогли вас познакомить, чтобы вы начали ваше общение, ваше знакомство. Джейк у нас, я думаю, что у нас будет уже пристроенный, правильной девушкой в течение буквально 2 месяцев, потому что я знаю, та женщина, с которой вот действительно он прочувствует эту химию, он не будет тянуть с предложением о замужестве. И это действительно это мужчина, которого любая женщина, любая девушка увидит, насколько у него действительно обалденная душа.